На удаленном от домов участке трассы за Курском выбросили щенка. Животное было маленьким, а из-за болезни оно почти полностью лишилось шерсти. Щенок замерз и хотел есть, поэтому постоянно подбегал к дороге в поисках помощи. Большинство машин проезжали мимо, но одна все же остановилась. Из машины вышла Катя и ее муж. Им стало жаль кроху, но все, что они могла сделать, покормить его. Взять собаку пара не решилась, они не планировали заводить питомца, а у щенка еще и серьезные проблемы с кожей, и что с этим делать люди просто не знали. Уехав домой, Катя и муж все же не перестали думать о бедном щенке. Они решили хоть бы немного ему помочь. На чердаке отыскали старый сундук, быстро переделали его под будку и вернулись на дорогу. Щенок ждал их на том же месте, сидя на обочине и дрожа всем телом от мороза. Увидев и узнав людей, он сразу же бросился им навстречу, виляя хвостиком от радости. Так у щеночка появилась будка и кличка Гаврюша. Катя с мужем регулярно ездили покормить малыша и в один из визитов увидели, что в сундуке кроме Гаврюши есть и другая, взрослая собака. Животные лежали рядом и грелись друг от друга. Завидев людей, незнакомая собака, внешне чем-то похожая на лису, вышла навстречу и начала подавать Кате и ее мужу лапу, облизывать руки и всячески приветствовать их. У собаки были умные глаза, а само животное было очень худым и несчастным. Собаку назвали Дана, и с тех пор она так и осталась жить в сундуке с Гаврюшей. Благодарная ему за приют, а людям за еду, Дана не отходила от малыша ни на шаг, оберегая его как своего ребенка, хотя полное отсутствие внешнего сходства никак не позволяло заподозрить в них семью. После каждой кормежки Катя уезжала вся в слезах. Она не знала, чем еще помочь животным, но понимала, что им сложно будет выжить на обочине дороги зимой. Девушка вязалась с волонтерами и попросила их забрать животных. Зная, что буквально через несколько дней ударят сильные морозы, волонтеры были уверены, что собаку нужно спасать, но куда поместить щенка, чтобы он не заразил своей болезнью другим питомцев, было непонятно. Что делать с Даной также вызывало вопросы, но оставлять ее одну на холоде было нельзя. Уже на следующий день волонтеры поехали на трассу забирать животных. Собаки завидели машину издалека и выбежали навстречу, словно понимали, что им хотят помочь. Гаврюша волок за собой какую-то тряпку, показывая ее всем, словно это важная добыча, а Дана выглядела счастливой и пыталась поздороваться с каждым, подавая лапу.